Уважаемые коллеги, друзья, добрый вечер. Рад всех приветствовать. Почти 10 лет назад, почти 1 июня 2015 года, созданный на базе нашего олимпийского наследия образовательный центр «Сириус» принял своих первых воспитанников. Я поздравляю с этой рубежной датой школьников, студентов, педагогов, тренеров, представителей науки и искусства, всех, кого объединил и сплотил Сириус. Хотел бы также от всей души поблагодарить за труд его коллектив. И, конечно, руководителя фонда «Талант и успех» Елену Владимировну Шмелеву, а также членов попечительского совета. Общими усилиями многих людей настоящей команды единомышленников «Сириус» стал уникальным явлением для нашей страны. Площадкой, где юные таланты, причем со всей России, получают широкие возможности для уверенного жизненного старта. Учатся у выдающихся наставников, участвуют в создании передовых технологий и продуктов. При этом нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи Сириуса. И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны. В этом году осенью встретимся отдельно, чтобы обсудить достигнутые результаты и поставить новые задачи. При разработке таких планов обязательно нужно учесть и те идеи, которые предлагают сами учащиеся Сириуса, его педагоги и сообщество воспитанников, многие из которых уже достигли существенных успехов в науке, культуре, в спорте. Нам, безусловно, важно, чтобы ребята самым активным образом участвовали в судьбе России, применяли свои знания, талант на благо своих регионов и всего Отечества нашего в целом. Будем и дальше, безусловно, их в этом поддерживать. Напомню, что начиная с 2015 года ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей получают ежегодно 6,5 тысяч наиболее одаренных студентов, среди которых немало воспитанников Сириуса. Практически все после окончания вузов трудятся в отечественных компаниях или поступили в магистратуру или аспирантуру в российские вузы. Это очень хороший результат, который показывает, что программа грантовой поддержки стала востребованной и важной для всего образовательного процесса, стала хорошим инструментом развития кадрового потенциала страны. Но что хотел бы отметить отдельно. Право на такие поощрительные ежемесячные выплаты это право должно быть не только у студентов, показавших выдающиеся академические достижения, но и у юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов. То, что в Сириусе, это артистов оперы и балета. Победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований. Я прошу правительства внести необходимые изменения в соответствующие нормативные и правовые акты с тем, чтобы механизм распределения грантов полнее отвечал не только задачам обеспечения технологического лидерства, но и нашего культурного, ценностного суверенитета. Повторю еще раз, для России одинаково важны и значимы как прорывы в технологиях, так и триумфы в сфере и спорта, и искусства. Поэтому с самого начала в Сириусе формировалась особая, в полном смысле гармоничная образовательная среда. Юные физики, математики, и хоккеисты, и музыканты учатся, что называется, под одной крышей, посещают спортивные соревнования и концерты друг друга. И, конечно, слушают лекции по истории, литературе и искусству, русскому языку. Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящих граждан, патриотов страны. Такое всестороннее и, повторю, в полном смысле гармоничное развитие детей и молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования. И здесь нам обязательно нужно сберегать и развивать те лучшие традиции, которые отличают и дореволюционную, и советскую систему просвещения. В
том числе важно, чтобы уроки музыки, изобразительного искусства проходили на действительно достойном современном уровне. При этом, разумеется, не за счет увеличения нагрузки на детей. Я считаю необходимым, чтобы Сириус вместе с ведущими образовательными организациями в сфере искусства принял участие в создании новой методики преподавания этих творческих дисциплин в школе. Вот сейчас только на встрече один из участников в первой части нашего посещения Сириуса говорил об этом, но попозднее я с коллегами из администрации, из правительства тоже хотел бы эти вопросы обсудить. Речь идет о том, чтобы усилить преподавание, скажем, музыки. Речь шла о музыке и в детских дошкольных учреждениях, и в первых классах школы. Но что касается Сириуса, повторю еще раз, есть новаторские подходы и практики, которые рождаются, оттачиваются благодаря выдающимся педагогам и деятелям искусства. Их нужно обязательно масштабировать. Уверен, просветительская деятельность Сириуса существенно расширилась благодаря созданию здесь средней специальной музыкальной школы, вот где мы сейчас и с вами находимся. Добавлю, что в текущем году в Сириусе планируется также открытие концертного центра. Он станет одной из самых крупных и современных площадок классического искусства не только в России, но, судя по всему, судя по тому, что я слышал, и в мире тоже, и в мире. В этой связи полагаю правильным сегодня в ходе заседания попечительского совета особо остановиться на развитии образования в сфере музыки для одаренных детей. Рассмотреть этот вопрос комплексно. Это касается и методик преподавания, и развития отечественной индустрии музыкальной, в том числе детских инструментов, и, конечно, повышения квалификации педагогов в сфере искусства. Этой темы мы касались осенью 2023 года в ходе посещения Сириуса тоже. По итогам приняли ряд дополнительных решений. И хотелось бы сегодня поговорить о том, как они реализуются. Слово Елене Владимировне Шмелевой. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я очень рада, что сегодняшнее заседание мы проводим здесь, в новой нашей средней специальной музыкальной школе Сириуса. И это происходит потому, что искусство всегда, вот благодаря, Владимир Владимирович, тому, что вы сразу так сформулировали нашу модель развития, оно всегда было базовым нашим направлением развития. Из 77 тысяч детей, которые освоили программы Сириуса, 21 тысяча – это выпускники по направлению искусства. Таким образом, у нас фундаментальные знания в области естественных наук, математики дополнены всегда художественным компонентом. И так было всегда. Это принципиально важно для комплексного развития личности, для становления молодежи, для их воспитания и тех традиционных ценностей, которые мы таким образом им передаем. И, конечно, очень важна наша вдохновляющая среда. Мы ее действительно создаем с ведущими экспертами. И Ясухиса Тойота, который здесь создал уникальную акустику, он работал с нашими ведущими педагогами, инженерами. И поэтому вот эти уникальные знаковые объекты формируют и образ федеральной территории, и задают наши национальные, и спасибо большое, что вы так их описали, мировые ориентиры в сфере культуры и искусства. И вот эта безупречность и архитектурного исполнения, и музыкального исполнения, она и формирует стремление наших детей к постоянному росту, к развитию исполнительской культуры, поскольку мы в музыкальной школе. И нам кажется, что вот эта красота делает и желанным выбор в пользу профессиональных занятий музыкой. Поэтому я очень признательна, Сергей Павлович, вам, Валерию Абисаловичу Гергию, Павлу Сергеевичу Милюкову, Алексею Алексеевичу Шалашову за то, что так неравнодушно все участвовали в создании наших вот таких уникальных объектов. И тут продолжу. Конечно, самый лучший педагог – это играющий тренер. И подвижничество и самого Сергея Павловича, и примеры Павла Милюкова, и вот Вадима Леонидовича Руденко, я вас сегодня, Владимир Владимирович, с ним познакомила, говорят о том, что Сириус стал привлекательным для самых талантливых российских исполнителей, которые совмещают артистическую карьеру и преподавательскую карьеру. И это должно стать повсеместным. Вот если говорить про комплексное решение, то, конечно, мы готовы на своем примере представить гармоничную нормативную модель сочетания этих двух важных ипостасей. И когда мы откроем наш новый концертный центр,
А строительство закончено, и я вас приглашаю в октябре, буду очень признательна, если мы проведем и заседание, и откроем наш концертный центр. Сейчас идет ввод уже в эксплуатацию. Мы обязательно поднимем вопрос о создании на федеральной территории симфонического оркестра с молодежной студенческой стажерской группой в составе такого симфонического оркестра. Мы считаем, что такие группы должны создаваться при всех симфонических оркестрах страны. Это позволит и академически качественно готовить оркестрантов, и создаст условия для педагогической деятельности действующих оркестров, вот как и у Сергея Павловича это происходит, и мы очень признательны за это. И тогда дальнейшее развитие новой музыкальной школы Сириуса будет происходить в тесном взаимодействии с ведущими консерваториями страны, с ведущими филармониями, а нормативно оформленная новая модель ее работы поможет и 10 уже существующим средним специальным музыкальным школам в России. Вот с Ольгой Борисовной Любимовой мы уже, Владимир Владимирович, это коротко обсудили, и при вашей поддержке мы можем это все, конечно, развить. Почему? Потому что, конечно, вот вы сказали, профессиональное образование как этап, на котором у молодых музыкантов нужно максимально разносторонне, углубленно давать разные предметы, и поэтому мы используем индивидуальный подход, когда большое внимание мы уделяем регулярной концертной практике учеников и созданию творческой среды, взаимодействию с ведущими музыкантами страны. И нам кажется, что если мы в такой логике продолжим сотрудничество с ведущими театрами оперы и балета, это поможет нам создать и собственную балетную школу. Вот Светлана Юрьевна Захарова с момента создания Сириуса развивает это направление. Николай Максимович Соскоридзе в рамках ФУМО по сценическим искусствам, конечно же, нам помогут, и поэтому мы просим вас, Владимир Владимирович, поддержать строительство школы балета на федеральной территории Сириус. Но если вернуться к музыке, то я отмечу, что мы прослушиваем детей из всех регионов и на дошкольном отделении, и в возрасте 7-12 лет, вот как вы сейчас видели, потому что этот возраст критический для начала обучения по ряду инструментов, и на федеральной территории за счет бюджета созданы широкие возможности для дополнительного музыкального образования. И по сути вот это все новая грань предложенной вами модели выявления талантливых детей, и когда мы их выявили, целенаправленная подготовка в области классического музыкально-исполнительского искусства. И уже в качестве Национального методического центра по развитию талантов, которым вы нас наделили, Владимир Владимирович, мы готовы максимально расширять уже те конкурсы, которые себя рекомендовали вот в этих возрастных группах. Ну и в первую очередь вот фестиваль «Практика» мы готовы развивать и пригласить на федеральную территорию. Но вот собирая и открывая школу, мы столкнулись с тем, что музыкальные инструменты, они ограниченно доступны на рынке. Это или, может быть, какие-то не очень высокого качества образцы, или очень дорогостоящие профессиональные инструменты, недоступные для большинства учащихся. Практически нет музыкальных инструментов размера 3/4 или просто детского размера. Особенно в сегменте духовых и сложных инструментов, баян, аккордеон, которые ранее производились преимущественно за рубежом и требовали специализированного производства. И, конечно, это напрямую влияет на эффективность обучения детей, и мы считаем, что наряду с первостепенной задачей по производству инструментов, с оснащением школ, важно обращать внимание и на сервис, на качественно-систематическое обслуживание инструментов, которые сегодня есть у средних специальных музыкальных школ, детских школ искусств, детских музыкальных школ. И, конечно, готовить соответствующие кадры и, возможно, распространить меры поддержки на сервисные компании. Мы вам сегодня уже показывали выставку музыкальных инструментов. Это в рамках нашего конкурса «Созвездие». Мы сотрудничаем с ведущими производителями, и я уверена, что мы могли бы быть полезны в качестве заинтересованного партнера развития государственной программы поддержки производителей как учебных, так и профессиональных музыкальных инструментов и сервисных организаций. Но если говорить о выполнении поручений прошлого попечительского совета, то я начну как раз, что к задачам Национального методического центра мы относим и комплексную программу по повышению качества естественно-научного и математического образования. И сразу отмечу роль нашего университета, научно-технологического университета «Сириус», который мы, Владимир Владимирович, создали по вашему поручению в 2019 году, в систематической работе по сопровождению талантов, которые открывают и новые научные направления, и новые образовательные и международные программы.
Это такой междисциплинарный подход, и работа педагогов, исследователей проявляется в какой-то экспериментальной программе. Вот в данном случае специалитета сегодня выступал один из учащихся, и после 9 класса по информационной безопасности мы открыли специалитет. Сейчас ведется 2-й год набора на программу, она эффективна со стороны работодателей, со стороны партнеров, и вот так мы и хотим продолжить, в частности, развивая первый водно-климатический парк, природный парк, парк национального значения. Нам кажется, что развитие экологического туризма, архитектуры, внедрение решений, которые учитывают экологические, вот вы сегодня тоже отвечали на вопросы детей, говорили про экологию, про вот эту логику какого-то экологического выбора. И вот нам кажется, что вот это рациональное управление природными ресурсами именно здесь, в Сириусе, должно найти свое применение и вырасти в полноценную национальную школу, задавая стандарты нового качества жизни в гармонии с природой и стандарты сопровождения наших выпускников. Вот выставка, которая внизу сейчас представлена, называется «Хрупкая красота», и она посвящена сохранению биоразнообразия, потому что мы находимся на Кавказе, в субтропической точке России, и по этому основанию мы стали партнером ЮНЕСКО в 2023 году. И акварельные рисунки, керамика – это как раз то, что представляет нас как уникальную точку на карте России, в том числе и художественную. И под руководством ведущих экспертов Академии имени Сергея Николаевича Андреяки, он это направление у нас начинал, Союз гончаров России, других творческих вузов, мы, конечно, хотели бы, привлекая внимание к проблеме сохранения биоразнообразия в условиях экологических вызовов, объединить молодежь мира. Вот эту выставку уже принимали в этом году в Абу-Даби. Мы готовимся к визиту в Дели, в Астану. И вот этот наш саммит талантов вместе с Национальным симфоническим молодежным оркестром, который тоже по вашему поручению в 2018 году был создан, большое спасибо за этот проект, мы вот вместе показываем возможности и нашей системы образования, и нашей молодежи. И вот тоже очень приятно отметить, что очень многие солисты музыкального вот этого симфонического молодежного оркестра российского начали преподавать именно в Сириусе. И вот нам кажется, что у нас есть очень востребованная программа «Педагогика развития таланта», которая сейчас масштабируется. Мы вот точно так же можем со всеми специальными музыкальными школами наладить сетевое взаимодействие и увеличить таким образом, таким подходом количество ярких педагогов как в этих школах, так и на программах повышения квалификации музыкальных педагогов. Спасибо большое и за это поручение, и за то, что мы все время можем расширять. В какой рамке организационной? Вот мы уже 3-й год развиваем сеть партнеров Сириуса по вашему поручению, ассоциированные партнеры Сириуса мы их называем. И необходимые нам для повышения квалификации педагогов методические площадки на их основе. То есть самые сильные школы, самые сильные педагоги страны открывают как раз вот свои самые лучшие программы, лучшие практики для повышения квалификации, которые мы ведем сетевым образом по всей России. И с учетом создания средней специальной музыкальной школы мы предлагаем присоединиться к этой сети всем 10 школам, которые сегодня уже созданы и работают, и с учетом важности, длительности и объективной успешности этого проекта просим у вас доверить нам возможность самостоятельно определять программы, учебники, учебные пособия по профильным направлениям Сириуса для этих ведущих школ нашей сети, используя экспертизу нашего национального методического центра, а именно фонда. И также мы просим наделить нас, фонд, статусом базовой организации по работе с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями по выявлению, поддержке, развитию таланта и созданию такого же центра регионального по модели Сириуса до момента, когда это будет возможно там. А также по этому направлению мы готовы работать с Республикой Абхазия, Владимир Владимирович. Ну и вот с учетом нашей темы обсуждения, с учетом того, что мы говорим часто про эксперимент в контексте Сириуса, начиная с детского сада эксперимента и того, что сегодня звучало, конечно, мы считаем, что нельзя упускать возможность по получению музыкальных знаний в начальной школе для всех детей. И, конечно, вот наши занятия по специальности в средней специальной музыкальной школе
органично сочетаются с общим образованием. И здесь сделано все для того, чтобы и дети в музыкальной школе, и дети в наших обычных детских садах, начальной школе формировали базовые для будущей успешности ребенка навыки. Сегодня об этом на встрече с вами говорили и взрослые, и дети об этом, но мы действительно считаем, что Сириус построили математики и музыканты, в этом плане очень похожи, значит, это базовая потребность и базовая основа для образования. Конечно, важнейшая задача дошкольного и начального образования дать и интегрировать эти творческие занятия, творческие практики, когда и музыка, и изобразительное, декоративно-прикладное искусство, и, может быть, театральная деятельность. И мы, конечно, в рамках нашего эксперимента, который вы нам поручили, обязательно попробуем внедрить такой комплексный подход на уровне и начальной школы, и 5-6 класса, когда мы в творческий компонент в программе максимально интегрируем, включаем регулярные практические занятия музыкой, изобразительным искусством, театральным и, конечно, будем вести подготовку педагогов, владеющими такими методиками интеграции в обучение и развития у детей творческого мышления, потому что мы воспитываем инженеров и ученых, и, безусловно, эта творческая среда, которая только таким образом может сформироваться, она и даст расширение потенциала, с одной стороны, в неурочной деятельности, с другой стороны, раскрытие способности, укрепление связей и, конечно, это очень важно, позитивной самооценки ребенка. И, конечно, наши программы поддержки педагога в сфере искусства должны включать расширение инфраструктуры. Надо и создавать больше таких мест для занятий такими практиками, может быть, строить новые школы по новым стандартам. Мы готовы эти стандарты тоже обобщить и предложить, а также расширять доступ к инструментам. Мы про это так или иначе сегодня говорили. И методики, да, спасибо, что вы про это сейчас сказали, обучение талантливых детей, выявление талантливых детей. Мы уже 2 года тому назад делали это в сфере спорта. Мы комплексно пересматривали программы гармонизации занятия спортом детей. Сегодня мы активно развиваем фестивали студенческого спорта и готовим с ведущими спортивными федерациями профессиональных спортсменов по собственным методикам, развивая междисциплинарные исследования спорта. Ну и хочу закончить тем, что к нам приезжает очень много иностранных делегаций. Уже почти 1500 детей из 85 стран приняли участие в наших образовательных мероприятиях, в наших программах. Зарубежные коллеги очень активно участвуют в любых мероприятиях с нашими ведущими тренерами, педагогами, особенно в области математики, естественных наук, искусства. Буквально позавчера у нас закончилась Олимпиада, открытая, биологическая, международная, в которой приняли участие школьники из 14 стран мира. Осенью пройдут у нас международные олимпиады по астрономии, по экологии и вопросам изменения климата и юниорская естественно-научная олимпиада. И то международное значение, которое все больше и больше приобретает Сириус, связанное с продолжением инициатив Всемирного фестиваля молодежи 2024 года и новых научно-практических студенческих школ. Вы тоже сегодня говорили, это как раз и генетика, и биотехнология, и математика, экология, архитектура. И это, конечно, вызывает огромный интерес, и этот интерес привлекает все больше и больше иностранных школьников и студентов в основном. И мы начали подготовку к международному фестивалю 2030 года. Поэтому мне кажется, что важным направлением дальнейшего развития Сириуса могут стать ежегодные международные музыкальные фестивали, развивая не только нашу концертную деятельность, но и расширяя возможности для молодых исполнителей. Они станут мощным инструментом культурной дипломатии и таких очень важных личных творческих связей. И предлагаем учредить здесь, на федеральной территории, международный фестиваль культур стран ЕАЭС и БРИКС, который станет центром такого творческого обмена и межкультурного диалога детей и педагогов из всех наших дружественных стран.